Всем привет! И в этом видео мы поговорим о целых 7 причинах, из-за которых прикус может портиться, а зубы скучиваться в течение вашей жизни. Соответственно, эти причины все обусловлены внешними факторами, и всех их можно избежать, если подумать об этом заранее. Если вы еще не видели первую часть этого видео о врожденных причинах ортодонтических аномалий, обязательно ставьте это видео на паузу и смотрите в начале ее. Ну а мы начнем. Итак, номер 1 – это недоразвитие верхней и нижней челюсти. Очень частая сегодня причина возникновения ортодонтических аномалий. При этом генетически у нас все может быть отлично, у обоих родителей ровные красивые зубы, а вот у детей формируется скученность. Из-за чего же это происходит? Обычно из-за недостаточности нагрузки на зубы. Челюсти, как и любой другой орган у нас, рассчитаны на то, что на них будет приходиться постоянная нагрузка. При этом условии они могут нормально развиваться и вырастать в того размера, который заложены у них генетически. Если же мы употребляем преимущественно очень рафинированную еду, всякие йогурты, пюрешки, котлетки и так далее, то челюсти просто не получают достаточной нагрузки и, соответственно, не вырастают нужного размера. Чтобы избежать этой проблемы, родителям необходимо следить за тем, чтобы в течение всего периода роста у их детей была достаточно твердая пища в рационе, то есть яблоки, морковка, сушки и так далее. Не обязательно есть только ее, но тем не менее что-то твердое должно быть каждый день. Причина номер 2 – это нарушение в процессе смены молочных зубов на постоянные. Чаще всего нарушения возникают, если молочные зубы теряются раньше срока, либо мы их расшатываем самостоятельно, либо выбиваем, либо их удаляют из-за того, что не уследили вовремя или не лечили их. Соответственно, у нас появляется место на челюсти, и шестые зубы, которые прорезают самыми первыми, начинают мезиально мигрировать, то есть смещаться вперед. В этом случае возникает скученность зубов, наклон зубов, портится прикус и возникает очень много других проблем, которые необходимо решать с помощью дистализации зубов, о которой мы записали отдельное видео, уже во взрослом возрасте и с помощью ношения брекетов. Поэтому, если у детей теряются зубы, очень важно обратиться вовремя к ортодонту, чтобы он определил, когда прорежется у нас смена в виде постоянных зубов. И если постоянные зубы ждать еще более года, то необходимо с помощью какой-либо конструкции удерживать промежуток для того, чтобы всем зубам в итоге хватило места на челюсти. Проблема номер 3 – это вредные привычки. В ортодонтическом понимании это такие проблемы, как сосание пальца или ручек, неважно чего, по много часов в день, закусывание нижней губы, прокладывание языка в процессе глотания, так называемое инфантильное глотание и так далее. Все эти проблемы приводят к ортодонтическим патологиям, если они существуют достаточно длительное время. Чаще всего это бывает либо раскрытие прикуса, то есть формирование открытого прикуса, либо увеличение наклона передних зубов, то есть протрузия и так далее. Всего этого можно избежать, если их вовремя устранить. И причина номер 4 – это ротовое дыхание. Причем проблема здесь не столько в дыхании ртом, хотя оно вредно, да, то есть наша вся система дыхательная рассчитана на дыхание носом. Ротовое дыхание приводит еще к ортодонтическим проблемам. Это формирование перекрестного прикуса, сужение верхней челюсти, и в сложных случаях так называемое готическое небо даже формируется. Почему все происходит? Потому что у нас язык выключается из миодинамического равновесия. Чтобы дышать ртом, язык должен находиться внизу, при этом он перестает давить изнутри наружу на верхние зубы, а губы щеки, они продолжают свое давление снаружи вовнутрь на зубы, и, соответственно, верхняя челюсть постепенно сужается. Поэтому нам нужно следить за тем, чтобы у детей не формировалась привычка дышать ртом, а она может возникнуть, если были какие-то длительные проблемы с гайморитом, с аденоидами и любые другие. Естественно, если ребенок дышит в течение 1-2 недель, пока простыл ртом, это не страшно. Речь идет именно о месяцах, годах и так далее. Проблема номер 5 – это вторичная адентия, то есть удаление зубов по каким-либо причинам. Удаление любых зубов, за исключением зубов мудрости, чаще всего приводит к проблемам с прикусом рано или поздно.
Есть удаления, которые приводят к проблемам с прикусом очень быстро и достаточно серьезным. Например, если человек пошел к стоматологу и попросил удалить там неровно стоящий зуб, например, нередко это клык, или удалили ретинированный зуб, или что-то такое произошло, в этом случае у нас проблемы с прикусом нередко достаточно серьезные, их довольно непросто решить. Бывают другие истории, когда у нас теряются зубы, допустим, шестерки, которые наиболее часто удаляются. Соответственно, постепенно зубы начинают смещаться в область шестерок. Кстати, по поводу потери зубов у нас есть отдельное видео. И портится прикус. В общем и целом, для того, чтобы избежать любых проблем, связанных с потерей зубов, нужно перед тем, как вы решите удалить какие-либо постоянные зубы для решения проблем с прикусом, обязательно проконсультироваться с грамотным ортодонтом, который с большой долей вероятности не будет рекомендовать вам это делать. И во-вторых, если у вас теряются зубы по терапевтическим причинам, то необходимо как можно раньше поставить имплант или другую протезирующую конструкцию, чтобы сохранить все зубы в своем положении. Чем раньше это будет сделано, тем лучше, но если там речь идет о полугодии, обычно никаких проблем за это время не возникает, то есть до года мы можем сразу после удаления зубов сразу ставить имплант или мостовидный протез. Если зуба нет уже гораздо более длительный срок, соседние зубы смещаются, выдвигаются, наклоняются, и, соответственно, уже протезирование нормально невозможно. И номер 6 – это зубы мудрости. Это, наверное, та проблема, о которой каждый из вас подумал, когда посмотрел на название ролика. Но на самом деле это далеко не номер один среди всего списка, поэтому он всего 6-ю позицию занимает. Здесь речь идет о чем? Если зубы мудрости уже прорезались, либо они находятся в кости таким образом, что они никогда не смогут прорезаться, то они вряд ли приведут к формированию проблем ортодонтических. Вся опасность от зубов мудрости заключается именно в момент прорезывания. То есть, если зубы мудрости прорезаются, им не хватает места, они как раз в этот момент могут довольно серьезно толкнуть зубы вперед, и, соответственно, ровные красивые зубы скучатся и перестанут смыкаться так, как смыкались до этого. Именно поэтому необходимо следить в подростковом возрасте за зубами мудрости, сделать хотя бы там одну ортопантомограмму или КТ в возрасте лет 15-16 для того, чтобы понять, как расположены их зачатки и какую угрозу они представляют. Ну и номер 7 – это скучивание зубов в течение жизни. Даже если ни одна из вышеперечисленных причин для вас не характерна, у вас были абсолютно ровные зубы в течение всей жизни, то уже во взрослом возрасте, обычно после 40 и даже 50 лет, зубы на нижней челюсти, передние обычно, могут довольно серьезно скучиться. Происходит это потому, что наши зубы имеют механизм, который позволяет им прорезаться в течение всей жизни. Это очень небольшие величины, то есть там доли миллиметров в год, но с годами они приобретают довольно большие размеры. Соответственно, верхние зубы у нас прорезаются свободно, а нижние зубы упираются в верхние. Это может приводить к возникновению скученности. Проблема может проявляться очень сильно по-разному. У кого-то скученность будет едва заметна или почти незаметна, а у кого-то скученность зубов может возникнуть достаточно сильная, фактически на ровном месте. Я надеюсь, это видео внесло ясность в основные причины формирования неправильного прикуса в течение жизни, и теперь вы сможете, вооружившись этими знаниями, избежать множества ортодонтических проблем у вас и ваших близких. Всего доброго и до встречи!